То, что происходит в этой истории, приведет вас в шок, потому что никто не может себе представить, что сын способен тащить собственную мать за волосы, как будто она мусор. Но самое шокирующее не это, а то, кто ее спас. В самой глубине польской деревни, Свенте-Поле, где по утрам туман стелется над полями ржи, а старые липы шепчут свои истории, стоял дом под номером 6 на улице Вишневой. Там жила 70-летняя Едвига Домбровски, хрупкая женщина с кожей, сморщенной, как сухие листья, и глазами цвета янтаря, в которых еще теплился свет. Каждое утро она вставала задолго до рассвета, топила старую дровяную печь и тихонько молилась перед потемневшей иконой Богоматери. В кухне пахло свежим хлебом, но дом был наполнен глухим молчанием. Ее сын, Михаил Домбровский, все чаще приходил домой мрачным и раздраженным. Михаилу было 37 лет. Он работал в полях, крепкий и высокий, с руками, обожженными солнцем. Но в его душе что-то сломалось еще в детстве, когда отца раздавила телега с сеном, и все заботы о доме легли на мать. Вместо нежности он рос с обидой, и эта обида с каждым годом превращалась в злость. В один особенно знойный летний день Михаил вернулся с работы раньше обычного. Войдя в дом, он сразу пошел к комоду и начал рыться в ящике. Его глаза налились яростью. Деньги, которые он оставил, исчезли. Он резко обернулся к матери. «Где мои деньги?» Его голос прозвучал как удар. «Сынок, я не брала ничего. Я даже не заходила в твою комнату». Дрожащим голосом ответила Едвига. «Лжешь!» — рявкнул он и шагнул к ней. Его рука схватила ее за волосы, и он резко потащил мать по деревянному полу через распахнутую дверь на пыльный двор. Соседи слышали крики, но никто не вышел. В Свенте-Поле каждый знал характер Михаила и не хотел лезть в его дела. Тишина деревни была пугающей, как если бы все живое затаило дыхание. «Господи, если ты слышишь меня, пошли мне ангела. Я не справлюсь одна», — прошептала Едвига, когда Михаил бросил ее в пыль. В тот самый миг на дороге показалась темная фигура. Это был конь. Высокий, с черной блестящей гривой и белым пятном на лбу. Он шел медленно и уверенно, будто каждый его шаг был частью великого замысла. Он не был ни привязан, ни оседлан, и никто не знал, откуда он пришел. Когда конь приблизился, он остановился прямо напротив Едвиги и посмотрел на нее глубокими, почти человеческими глазами. Женщина поднялась на колени, дотянулась до его морды и коснулась его теплой мягкой кожи. Ее рука дрожала, но внутри разлилось чувство покоя. С этого дня конь не ушел. Он ложился под старой липой во дворе и дремал там каждую ночь, словно сторож. Михаил сначала пробовал прогнать его, кидал камни, хлопал в ладоши, но конь не реагировал. Только смотрел на него спокойно и прямо. Этот взгляд не осуждал и не прощал, но заставлял увидеть себя самого. И это пугало Михаила сильнее любого наказания. Несколько ночей подряд Михаил почти не спал. Он метался по комнате, слыша, как конь ходит во дворе. А однажды он выбежал, пошел по дороге, ведущей к заброшенным мельницам за деревней. Там, среди пахнущих пылью полей, он упал на колени и закричал: «Боже, зачем ты дал мне такую добрую мать, если я стал чудовищем?» Ветер донес до него тяжелое дыхание. Михаил обернулся и увидел коня, стоящего в нескольких шагах. Взгляд животного пронзал его насквозь. Без гнева, но и без утешения. В этом молчании Михаил почувствовал, как изнутри что-то тает, как будто он впервые за много лет смог дышать по-настоящему. Вернувшись домой, он увидел мать, сидящую у калитки. Ее глаза блестели слезами. Он упал перед ней на колени и, как когда-то в детстве, прижался к ее ногам.
«Прости меня, мама, прости меня», — рыдал он. «Я всегда прощала тебя, сынок, всегда», — ответила она, гладя его волосы. На следующий день соседи заметили перемены. Михаил сам пошел за хлебом, открыл ставни, впустив в дом утренние лучи солнца. Едвига впервые за годы сидела у окна с улыбкой и разговаривала с соседками, которые приходили на чай. А конь все еще оставался под деревом. Его спокойное присутствие притягивало людей. Дети осторожно подходили к нему, протягивали руки, и он позволял гладить себя по морде, изредка фыркая от удовольствия. Старики сидели на скамейках у забора, переговаривались шепотом, вспоминая истории, как в древности Бог являлся людям через животных. Михаил стал тише и внимательнее к матери. Иногда он молча стоял рядом с ней на кухне, помогая резать хлеб или подавать воду. В его глазах появилось странное выражение, как будто он слушал тишину дома, прислушивался к каждому вздоху матери, стараясь запомнить это спокойствие. Несколько раз он даже встречался взглядом с конем, и в эти минуты его сердце начинало биться, как в детстве, быстро, больно, но уже без злости. Скоро в деревне стали говорить о чуде. Люди из других сел приезжали в Свентиполе, чтобы увидеть коня и посидеть под деревом. Кто-то молился, кто-то просто оставлял цветы. Однажды молодая женщина, неспособная родить, провела ночь у дерева и вскоре забеременела. Ее муж с благодарностью поставил у дерева маленький медный крест. Местные начали собираться по вечерам и вместе петь старые песни, которых никто не слышал здесь со времен войны. Едвига и Михаил жили теперь иначе. Вместе в мире, где не было больше страха и криков. Каждый вечер они зажигали свечу и молились за тех, кто, как они когда-то, чувствует себя забытым. Их дом стал местом, куда шли за утешением и надеждой. Люди приносили еду, помогали с ремонтом крыши, и впервые за десятилетия дом на улице Вишневой наполнился смехом и разговорами. А если когда-нибудь ты окажешься в Свентиполе и пройдешь по улице Вишневой, задержись у старой липы. Постой в тишине и, может быть, услышишь далекое ржание в ветре. Или поймешь сердцем, что даже через молчаливое животное Бог все еще умеет приходить к людям. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.